Удобный форм-фактор с отличным звучанием, сенсорным управлением тапами с возможностью регулировки громкости и возможностью избегания ложных срабатываний. Также на борту кодек LDAC, активное шумоподавление и режим прозрачности с двумя режимами, возможность настройки звука эквалайзером, неплохая автономность, которая не разочарует, функция мультипоинт, защита от пыли и брызг, 6 микрофонов и приложение на русском языке с хорошим переводом и максимально интуитивно понятным управлением. Обновления прилетают регулярно. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами поговорим о долгожданных наушниках Soundcore Liberty 3 Pro. Почему долгожданных и почему здесь лежит вся эта когорта, в основном это наушники Anker, какие-то мега эпичные старенькие наши Sony, но это лирика. Почему лирика? Потому что от этого мы ждем чего-то большего. Но опять же, если вы не знаете, что такое LDAC, в принципе, вам можно идти дальше и не пытаться потратить больше 10 тысяч рублей на вот эту вот коробку. Скрываем, коробочка, видно сразу, что сделано интересно, и я думаю, что если вы интересовались данным продуктом, вы уже не раз слышали от многих по поводу их недостатков. Я, допустим, к сожалению, наслышан. О них вы услышите и узнаете в моем ролике. Подача, цвет, блеск, красота. У нас здесь 4 пары сменных амбушюр, 4 пары дополнительных амбушюр для фиксации, все это дело вынимается. По документации здесь есть у нас инструкция. Наушников еще хватает, нафиг здесь специально не лежат, потому что это отдельная категория, о ней я расскажу в ближайшие 2-3 дня, их я уже потестировал. Мы имеем огромные просто наушники. Достаем бокс. Бокс безумно легкий, безумно непривычно легкий, скользкий. Ничего не поменялось в плане диодов. Мне достаточно будет, наверное, все-таки эмок. Вы можете долго и упорно слушать меня, допустим, либо еще какого-то блогера и предполагать, что у нас уши слишком большие, слишком маленькие, средние или еще какие-то. Логично, что пока вы сами эти ТВСки не примерите, вы их носить нормально не сможете. Но здесь сходу видно, что они огромные. Огромные не до уровня, конечно, Sony третьих, но в то же время, допустим, вот, пожалуйста, сразу я примеряю Sony 3 и вы видите огромную разницу. Притом звуковод у Sony точно не меньше, он длиннее. В итоге эмоции на данный момент из разряда того, что я получил. Мы имеем скользкий кейс, очень глянцевые, мега глянцевые наушники, которые по всем параметрам при звучании, при использовании кодека LDAC, по всем уже отзывам на данный момент, имеют просто великолепный звук. Еще раз повторяю, что не считая белого шума, вот эти наушники среди всего, что я слушал, кроме обновленных Sonic, они лучшие. Соньки не могут быть супер лучшими, потому что стоили они 26 тысяч, я не думаю, что они сейчас дешевле. Это дело в районе 15, на Алишке реально купить в районе 13. Притом таможню никакую вы платить не будете. Возвращаясь к нашим все-таки рассказам. Подобные девайсы необходимо слушать. Я не особо сейчас могу разбрасывать фейерверки, потому что мне сразу сходу какие-то их решения, ну вы видите, они просто не могут нравиться. Я не знаю, кто может это дело нормально держать в руках. В то же время король-то голый, не будем забегать вперед. Так что смотрим, оцениваем. А в конце я расскажу свое мнение человеку, у которого было больше, наверное, 500 ТВСок. Стоят ли они своих денег или нет? А это самое главное. Если вам интересен просто любой звук в ТВСках, вам не нужны вот эти вот все наушники. Даже OneMo ComfoBuds Pro. Вам будет достаточно чего-то в районе $30 от Halo или от Xiaomi. Смотрим. Напоминаю, что минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. На лайв-канале самое интересное происходит прожарка телефонов, свеженьких, новеньких. 3 новых Redmi будут, скорее всего, завтра. Условия конкурсов и мои контакты, как всегда, в описании, а также в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Кстати, сейчас идет распродажа. Они ее умудряются 2 раза в месяц проводить, но все же можно прицениться, что и сколько стоит. Кстати, эти уши там, еще раз повторяю, дешевле, чем у нас на Большой Земле. Все розыгрыши провожу 30 месяца на стриме, так что не пропустите повседневную возможность на подарок в этом месяце. Полетели. Представляются данные наушники в 4 цветах: черный, белый, серый и пурпурный. В моем случае, разумеется, это не практичный черный цвет, а не практичный только потому, что на черном видна вся пыль и отпечатки, хотя светлые цвета тоже по-своему марки, но все же, конечно, зависит от самих материалов больше, а не от цвета. Зарядный кейс в данном случае изготовлен
изготовлен из матового черного пластика, который тактильно их очень сильно дешевит. Но он не марки. При этом повторюсь, что до ужаса скользкий, из-за чего в руках его не настолько комфортно держать, как те же, например, Soundcore Liberty 2 Pro. Бокс от них просто волшебный с их софт-тачем по сравнению с этим. Форма бокса осталась прежней, овальной. Габариты с другой стороны все равно не маленькие. 70 на 55 на 27 мм. Вес по ощущениям небольшой, хотя на деле вес кейса без наушников составляет 43 грамма. В кармане потерять бокс будет трудно. На корпусе расположены 3 индикатора, расположенных в ряд, как и в прошлой версии. Качественно оформленный разъем для зарядки USB Type-C, функциональная тугая кнопка с бесшумным нажатием и глянцевый логотип компании. Крышка открывается нестандартным образом, но при этом так же, как в модели 2 Pro. И в данном случае присутствует неимоверный сильный люфт в любом положении. Плюс ко всему, в закрытом положении крышки, если чем-то подцепить ее случайно, можно увидеть большой зазор. Если вдруг кейс бы попал в руки человеку, который не знал бы, как он открывается, из-за такой прорехи можно было бы элементарно ее отломать, пытаясь открыть стандартным путем. Зато из-за такого положения крышки открыть кейс одной рукой проще простого. Но наушники извлекать на ходу без сноровки получится с трудом, и то вряд ли. Крышка в открытом положении хорошо фиксируется. Внутри самого бокса расположены по 3 контакта для зарядки каждого наушника. Маркировка сделана исключительно для правого наушника, и есть подсветка, которая весьма смущает, так как реализована, на мой взгляд, она непрезентабельна. Плюс ко всему, вы, скорее всего, подумали, что это крутой бонус, так как ночью не придется методом тыка впихивать наушники в кейс. Но не здесь-то было, так как подсветка работает только при открытии крышки, когда наушники уже в нем, а бокс пустой, все отключено. Возможно, это предусмотрено для большего вау-эффекта в момент того, как вы хотите достать свои наушники. Но не сказал бы, что подсветка настолько яркая для восхищения, и я все же больше рассматриваю это со стороны комфортного использования. Плюс мне кажется, что это больше даже недостаток. Также я хотел бы вас сразу предупредить о том, что по чистой случайности, если вы положите наушники не на свои места, кейс закроется без проблем, а вот открыть его будет целая эпопея танцев с бубном, дабы не сломать устройство, так как открыть аккуратно будет очень сложно. Летим дальше. Наушники в боксе гуляют прилично. Если потрясти кейс с наушниками с крышкой, в открытом положении они вылетают моментально. Крышка закрывается с характерным глухим хлопком. Наушники от кейса можно перезарядить 3 полных раза. Беспроводная зарядка у бокса, разумеется, на борту. От провода кейс полностью с нуля заряжается за 2 часа 10 минут. Саморазряд, к счастью, напрочь отсутствует. И это вау-эффект, потому что давно уже такого не было, даже у премиум ушей. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из приятного глянцевого и матового материала, тактильно-качественного пластика. Сборка хорошая, все детали отлично состыкованы, в отличие от бокса. Сенсорная панель маркая, хотя сами наушники не такие скользкие, как тот же кейс, тем более из-за силиконовых накладок вообще в принципе не выскальзывают из рук. Габариты у наушников внушительные, 24 на 18 на 26 мм, из ушей выпирают прилично, вес одного наушника с амбушюрой и силиконовой накладкой составляет 7,3 грамма, что весьма немало. При длительной носке уши устают, при занятии спортом из моих ушей выпадают. Звуковод немаленьких размеров, 7,3 мм в длину и в диаметре 5,5 мм вместе с выступом для фиксации амбушюр. На корпусе каждого наушника расположены 3 контакта для зарядки, вентиляционное отверстие, сенсорная панель управления этапами и под силиконовыми накладками для комфортной посадки также есть маркировка Left и Right. Далее сенсор приближения и 3 микрофона. Тапы настраиваемые, откликаются на них наушники хорошо, без лишних срабатываний, и по тапам могут выполнять следующие функции: пауза воспроизведения, регулировка громкости, переключение треков, вызов голосового помощника, управление шумоподавлением и режимом прозрачности. Тап одним касанием можно отключить для избежания ложных срабатываний, так как в Питере сейчас морозы, под шапкой у меня периодически останавливается воспроизведение, что нехорошо. Оснащены наушники гибридными коаксиальными драйверами на 10,6 мм, что в размерах чуть меньше, чем у Liberty 2 Pro. Излучатели динамический, импеданс составляет 32 Ома, а у Liberty 2 Pro 16 Ом. Шумоподавление имеется, по качеству неплохое. Можно выставить адаптивный и ручной режим, а также выполнить тест слухового канала и сделать проверку прилегания, что вам, скорее всего, поможет, пока вы будете подбирать амбушюры. Режим прозрачность не совсем реалистичный, все фоновые шумы приумножены в уровне громкости, но у него также есть 2 режима: полная прозрачность и режим речи. Еще есть функция защиты от шума ветра, и вместе с ней шумоподавление отрабатывает в разы лучше. Заряд наушников в шторке подключенных устройств виден, по одному работают каждый из наушников, что неудивительно и хорошо. Автоматически подключаются после открытия крышки зарядного устройства. Мультипоинт полноценный в наличии, но вот во время использования сразу с несколькими устройствами невозможно использовать кодек LDAC, что является приличным фейлом, потому что для него вы и покупаете данное устройство. Сенсоры приближения срабатывают с заметной задержкой и в моем случае не воспроизводят музыку заново. Анимации на OnePlus 9 Pro и 11T нет. Чтобы воспроизвести музыку по кодеку
CoolDAQ, нужно подключить наушники к приложению и установить нужную прошивку. Но, естественно, ваше устройство тоже должно поддерживать данный кодек для прослушивания. Отыграли наушники на 50% громкости по коду CoolDAQ в связке с OnePlus 9 Pro с выключенным шумоподавлением 4 часа 10 минут. За 10 минут набегает 20%, и этого хватит для прослушивания по коду CoolDAQ на 50% громкости вам на 1 час 5 минут. Полный цикл зарядки с нуля до сотки занимает 90 минут. Не очень быстро, но что делать? Защита от пыли и брызг есть только у наушников IPX4. Я искупал их в обычной проточной воде, и в целом с ними все прекрасно, никакой функционал не пострадал. Так делать ни в коем случае нельзя, тем более с наушниками такой стоимости. Запомните, IPX4 это не про проточную воду, это максимум дождик. Далее, для настройки наушников и обновления прошивки есть приложение SoundCore. Я думаю, о нем вы все прекрасно все знаете. Доступно оно на системах Android и iOS, приложение полностью на русском с хорошим переводом. После подключения наушников доступна информация о заряде каждого наушника по отдельности и заряде бокса. Ниже идет настройка шумоподавления и режима прозрачности. И, кстати, во время прослушивания треков, если включать шумоподавление, то звук слегка становится глухой. То есть реально разница огромная, если вы слушаете с шумодавом и без. Дальше. Ниже две вкладки: тестирование звука, HD Hear ID и тестирование активного шумоподавления. И рядом имеется вкладка с звуковыми эффектами, в которой имеются пресеты и настраиваемый эквалайзер, на который наушники хорошо откликаются. Летим дальше. Ниже настройка режима звучания, где вы можете выбрать для использования нужный вам кодек. И, к слову, при включении и выключении кодека LDAC приложение приходится перезагружать, иначе оно не видит наушники. Еще ниже располагается вкладка настройки тапов и дополнительные настройки, в которых есть серийный номер устройства. Включение и выключение сенсоров приближения, управление мультипоинтом, настройка звуковых оповещений, проверка прилеганий, установка таймера для автоматического отключения, минимально 30 минут, обновление прошивки и краткое руководство. Обновления мне уже прилетали, что радует. Bluetooth здесь с версии 5.2, из кодеков доступны AAC, SBC и LDAC. Через стену не отваливаются и фризов нет. На YouTube звук и картинка не разнятся. В играх задержки приличные, примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают неплохо, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Anker Liberty 3 Pro в помещении. Акустика не лучшая, специально открыл дверь. И так примерно вас будет слышать собеседник в идеальных условиях обстановки. Почему я не вставляю обычно в ролике примеры работы микрофонов в помещении? По той причине, что в помещении работает все хорошо. Но когда наушники стоят дороже десяточки, притом даже со всеми распродажами, даже на Алишке, наверное, нужно понимать четко, как это все дело будет работать. Возможно, с прошивками как-то что-то где-то допилят, но примерно так, если вы будете говорить, допустим, тихо, вас будет слышать собеседник. Среднее вот так. Если громко, то, возможно, он услышит перегрузы. И важно понимать, насколько уши хороши, когда они так дорого стоят. Звучание сбалансированное, при активации LDAC не ждите особо сильных заметных изменений, но они есть, и при этом с включенным кодеком LDAC наушники разряжаются в разы быстрее, что неудивительно. При прослушивании на кодеке AAC бас глубокий, средние и высокие достаточно детализированные. Сцена очень широкая, при выкручивании громкости на 100% частоты не сильно расплываются, но так как тут запас громкости очень хороший, я думаю, что вам не придется слушать их на максималках. По звуку хотелось бы еще отметить то, что если вы вспоминаете про средний бас, то здесь его более чем. Если вы вспоминаете про наушники, которые максимально адекватно реагируют на эквалайзер, реагируют на пресеты, которые дают вам чувство объема, которые необходимы для того, чтобы почувствовать качественное звучание во флаке, welcome. Вы идете, слушаете их обязательно в магазине со своего источника, еще раз повторяюсь, используя свой источник, настраиваете эквалайзер, подбираете под себя амбушюры и тогда решаете, стоят они своих денег или нет, потому что те же Соньки 3 стоят на Алишке, допустим, 8000, и я бы не сказал, что они намного хуже играют. У них есть свои недостатки, но по поводу звука они могут посоперничать. Да, Liberty и вторые и третьи лучше. Да, у этих нет уже белого шума. И да, наверное, они, как Соньки 4, являются в каком-то смысле эталоном для lossless качественного звука из ТВС-ок. Но, опять же, физически они по-разному будут у вас держаться в ушах, и вы будете по-разному воспринимать те или другие модели,
поэтому обязательно такие уши слушаем в магазине и потом уже ищем выгодную цену. Из минусов: здесь нет игрового режима, сборка и материалы кейса слегка огорчили, даже очень сильно, учитывая, что они от премиума ушли непонятно к чему. Режим прозрачности, по мнению, реалистичный. Стоят они в районе $190, по ссылке в описании к видео. Промокоды есть на Алишке, они работают и еще будут работать дня 4. Плюс напоминаю, что в принципе в телеграм-канале можете отслеживать, когда распродажа, они проводят их 2 раза в месяц, и такие девайсы очень часто продаются прямо из товаров в магазинах в России. То есть ждать их особо не придется. В целом, следим за ценами и ловим. Если нет, то ловим что-то подешевле, типа третьих Sonic. Резюмирую, приятные впечатления появляются на стадии распаковки и практически остаются до последнего. Конечно, параллельно появляются свои нюансы, которых я бы за эту сумму хотел бы не видеть. Звук в данном случае стоит своих денег однозначно. А вот из-за звучания мириться со всеми имеющимися недостатками, стоит или нет, решение, разумеется, за вами. При правильном подборе амбушюр и всего остального наушники будут комфортны. При правильном подходе вы получите звук, который не получите ни с какими ТВС-ушами, кроме, опять же, Sonic 4. И если у вас есть возможность подержать их в руках и примерить, и в целом устраивают габариты подобного, а все топовое имеет подобные габариты, качество кейса, режим прозрачности, то в данном случае девайсу однозначное «да». Аудиофилы, вперед, оцениваем, пишем недостатки. Могу еще вкуснее вам описывать звук, но я не вижу смысла. Главное, в отличие от версии 2 Pro, здесь нет белого шума и улучшился объем. То есть, если вы будете слушать композиции, которые наполнены большим количеством инструментов, разнесенных по сцене, эти уши вас будут радовать больше, чем прошлая модель. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, нас уже больше 6000 человек, и телеграм-канал скидок, там больше 34 000 человек. Добра и удачи вам, дорогие друзья!